Всем доброго времени суток. Вы на канале «Ну что, свяжем?» И я Оля. Мой канал об узорах крючком. Я сегодня хочу вам показать очередной несложный оригинальный узорчик. Вот из такой пряжи. Пряжа, смотрите, она чуть потолще, чем все время я вяжу. Вот такая вот. И крючок у меня сегодня будет 3,5 миллиметра. Про пряжу я вам расскажу в конце видео. Вы, в свою очередь, берете любую пряжу, какая у вас есть, берете крючок под вашу плотность вязания, чтобы у вас все получилось. Схемку к сегодняшнему узорчику я прикладываю. Она нечеткая, понятная, доступная. Кто умеет работать со схемками, можете работать самостоятельно. Кто еще пока не умеет, повторяйте за руками, у вас обязательно все получится. Ну что, свяжем? Итак, раппорт сегодняшнего узорчика равняется 12 петелек. Давайте я наберу 3 раппорта. Это будет 36 воздушных петелек и 1 петелька дополнительно, итого 37. Ну, а вы набираете, сколько вам необходимо. Итак, вначале все как всегда, петелька фиксации. При наборе петелек мы ее не считаем. Теперь я набираю 37 воздушных петелек. Поехали. Раз, два, три. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 и 37. Вот мой будущий образец. Далее мы с новичками сделаем вспомогательный ряд. Мастера уже могут провязывать самостоятельно узорчик, а новички повторяйте. 3 петельки подъема. Раз, два, три. Отсчитываем от крючка пятую петельку. Раз, два, три, четыре, пять. Накид. В пятую петельку аккуратненько нырнули, вытянули ниточку и провязываем по 2 петельки столбик с накидом. Есть. Накид. По порядку в следующую петельку цепочки точно так же нырнули, вытянули ниточку и провязали по 2 петельки, столбик с накидом. Ваша задача сейчас провязать в каждую петельку цепочки по одному столбику с накидом. Для чего? Дело в том, что новички чаще всего путаются в воздушных петельках. Так? Мы сделаем вспомогательный ряд, состоящий из столбиков с накидом. В столбиках вы точно не запутаетесь. Все, вот так вот аккуратненько провязывайте в каждую петельку столбик с накидом, сами себя контролируйте. Количество по итогу столбиков будет ровно столько, сколько вы набрали петелек в цепочку. Если я набрала 37 воздушных петелек, у меня получится 37 столбиков. Поняли, да? Все, ну у вас свое число. Итак, смотрите, вот эти первые 3 петельки, которые мы набрали, это имитация столбика с накидом, считаем за столбик. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, 9 столбиков я уже провязала. Давайте теперь самостоятельно до конца ряда. Это несложно, у вас получится. Ну а в конце ряда я вас встречу. Договорились? Давайте. Итак, смотрите, вот наши столбики готовы. Все ровненько, аккуратненько. Теперь приступаем к узорчику. Итак, для начала делаем 3 петельки подъема. Раз, два, три. Поворот, накид. По порядку в следующий столбик, вот верхушку, мы ныряем и провязываем столбик с накидом. Есть. Накид. И в следующий по порядку столбик, столбик с накидом. Есть. Получается, вот вместе с 3 петельками подъема, это имитация столбика, здесь получается как 3 столбика с накидом. Поняли, да? Дальше, смотрите, воздушная петелька, накид. Будьте внимательны, пропускаем 3 столбика. Раз, два, три, в четвертый. Нырнули, вытянули ниточку, провязываем по 2 петельки, столбик с накидом. Есть. Накид. Сюда же, в эту же верхушку опять нырнули, вытянули ниточку, провязали второй столбик с накидом. Есть. Сюда же опять нырнули и провязали еще один столбик с накидом, третий. Накид. Сюда же четвертый. Накид. Сюда же пятый. 5 столбиков с накидом, получается вот такой вот интересный веерочек. Дальше воздушная петелька, будьте внимательны, накид. Пропускаем опять 3 петельки. Раз, два, три. 3 столбика, да? В четвертый нырнули, провязали столбик с накидом. Раз. Следующий получается столбик, столбик с накидом. 2. Следующий столбик, столбик с накидом. 3. Следующий столбик, столбик с накидом. 4. И в следующий столбик с накидом 5. Вот какая у нас картина получается. Вот эти первые 3 столбика, вот они у нас. Раз, два, три. Поняли? То есть получается дальше мы с вами все повторяем. То есть вот наш раппорт узорчика.
3 столбика, веерочек, 2 столбика. Дальше повторение. 3 столбика, дальше будет веерочек, воздушная петелька, пропустили 3 столбика, 1, 2, 3, и в 4 провязываем веерочек, состоящий из 5 столбиков с накидом. 1, сюда же 2, сюда же 3, сюда же 4, сюда же 5. Кому быстро, можете ставить на паузу. Также можете в настройках сделать свою скорость, какая вам будет удобна. Итак, после веерочка воздушная петелька, пропускаем 3 столбика, 1, 2, 3, и в 4 начинаем провязывать столбики с накидом. Поняли, да? 1 столбик, 2 столбик, 3, 4 и 5. Поняли, да? Все, не сложно, не сложно. Чередуйте вот так вот до конца ряда столбики, веерочки, столбики, веерочки. Ну а в конце ряда я вас встречу. Все, давайте самостоятельно, у вас получится. Так, смотрите, вот когда провязали практически до конца ряда, заканчиваем ряд так же, как и начинали. Здесь у нас 3 столбика и здесь у нас будет 3 столбика. Первый, второй я уже провязала. Смотрите, накид. И вот у нас здесь были 3 петельки подъема, так, в предыдущем ряду. В третью петельку аккуратненько нырнули и провязали последний столбик с накидом. Все, ряд наш закончен. Дальше 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Поворот, накид. И вот следующие 2 столбика мы провязываем точно так же. Над столбиком столбик. Тут ничего сложного. Опять над столбиком столбик. Все. Так мы будем заканчивать каждый ряд, так будем начинать каждый ряд. Дальше будьте внимательны. Смотрите, делаем воздушную петельку, накид. Вот наш веерочек. Первый столбик веерочка мы ныряем в верхушечку и провязываем столбик с накидом. Есть. А теперь, смотрите, делаем 2 накида. 1, 2. И, смотрите, мы пропускаем 2 столбика. 1, 2. В третий столбик нырнули, получается. Вернее, не нырнули, а захватили столбик, смотрите, сзади наперед. Вот таким вот образом. У нас получается столбик перед крючком. Вытягиваем рабочую ниточку и провязываем по 2 петельки. 2 петельки, 2 петельки, 2 петельки. Получается рельефный лицевой столбик с 2 накидами. То есть такой будет объемчик небольшой. Воздушная петелька, опять 2 накида. И теперь наша с вами задача вернуться ко второму столбику. Вот мы первый провязали, вернуться ко второму столбику. Вы можете возвращаться спереди, да. Если удобно, можете вот так вот за столбиком возвращаться. То есть вот таким вот образом, то есть как хотите. Итак, ко второму столбику вернулись, захватили его сзади наперед, столбик перед крючком, вытягиваем рабочую ниточку и точно так же провязываем по 2 петельки. 2 петельки, 2 петельки, 2 петельки. Рельефный лицевой столбик с 2 накидами. У нас здесь по центру, смотрите, формируется как бы крестик. Угу. Когда узор подрастет, он будет немножечко так выделяться и подчеркивать узорчик. Дальше накид. И вот наш последний столбик нашего веерочка, мы в него провязываем просто обычный столбик с накидом. Вот. Вот что у нас по итогу получилось. Воздушная петелька. Теперь вот наши 5 столбиков, мы над ними провязываем 5 столбиков с накидом. Здесь ничего сложного. 1, 2, 3, 4 и 5. Есть. Дальше следующий наш веерочек. Мы повторяем все то же самое, что мы провязывали. Давайте вместе. Итак, воздушная петелька. Первый столбик и последний столбик провязываем столбиками с накидом. Второй и четвертый провязываем как рельефный лицевой столбик с 2 накидами. Поняли, да? Итак, первый столбик, столбик с накидом. Есть. 2 накида. Шагаем до 4 столбика. 2, 3, 4. 4 захватываем сзади наперед, столбик перед крючком. Вытягиваем ниточку и провязываем по 2 петельки. 2, 2, 2. Рельефный лицевой столбик с 2 накидами. Видите, он наклонился. Воздушная петелька, 2 накида и возвращаемся ко второму столбику. Захватываем его вот так вот сзади наперед, столбик перед крючком. Вытягиваем рабочую ниточку и точно так же провязываем по 2 петельки. 2, 2, 2. Он наклонился в другую сторону, видите? Формируется крестик. Рельефный лицевой столбик с 2 накидами. И последний столбик веерочка, просто столбик с накидом. Поняли? Вот, вот такая картина.
И дальше у нас получается опять идут наши 5 столбиков. Мы делаем воздушную петельку и переключаемся на эти столбики. Все, ничего сложного. Вот в этом заключается данный ряд. Поняли, да? 3, 4 и 5. Все. И вот так вот провязывайте до конца ряда. Не сложно, не сложно. Давайте, у вас получится. Так, смотрите, вот мы, получается, провязали практически до конца ряда. Вот такие у нас объемные рельефные крестики получаются. Как мы заканчиваем ряд? Точно так же, как и предыдущий. Делаем накид. Да? Вот наши 2 столбика. Третий столбик провязываем в третью петельку подъема предыдущего ряда. Все, наш ряд закончен. Все ровненько, аккуратненько. Опять 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Поворот. Вот наши 2 столбика. Мы над ними провязываем столбики с накидом. Здесь ничего сложного. 1, 2. Теперь, смотрите, делаем воздушную петельку, накид и переключаемся вот в нашу арочку между рельефными столбиками. И в эту арочку провязываем веерочек, состоящий из 5 столбиков с накидом. 1, 2, 3, 4 и 5. И получился точно такой же веерочек, вот видите, который мы провязывали в самом первом ряду узорчика. Все то же самое. Воздушная петелька, опять переключаемся на наши 5 столбиков и над столбиками провязываем столбики. Здесь вообще ничего сложного. 1, дальше 2, 3, 4 и 5. Угу. Все, то есть ваша задача сейчас полностью повторить вот наш первый ряд узорчика. Понятно? Столбики, веерочки и до конца ряда. Несложно у вас получится. Давайте. Итак, смотрите, вот наши столбики, веерочки готовы. Ничего сложного. Закончили мы ряд точно так же, как и все предыдущие. Вот в третью петельку подъема столбик с накидом. Все. Идем дальше. Опять 3 петельки подъема. Поворот. Опять в наши 2 столбика провязываем столбики с накидом. 1, 2. Есть. Дальше наша с вами задача точь-в-точь повторить вот второй ряд узорчика с рельефными столбиками. Повторяем. Воздушная петелька. Итак, в первый столбик веерочка и в последний провязываем столбики с накидом. Помните, да? Второй и четвертый провязываем рельефными лицевыми столбиками с 2 накидами. 2 накида. Отсчитываем четвертый столбик. 2, 3, 4. Вот наш столбик. Захватили сзади наперед. Столбик перед крючком. Вытянули ниточку и провязываем по 2 петельки. Все, вот наш высокий столбик, рельефный, с 2 накидами, наклонился. Воздушная петелька, 2 накида, вернулись ко второму столбику. Точно так же захватываем сзади наперед, столбик перед крючком, вытянули ниточку и провязали по 2 петельки. Рельефно-лицевой столбик с 2 накидами. Крестик получился? Получился. Красота. Теперь последний, получается, столбик веерочка провязываем столбиком с накидом. Есть. Воздушная петелька и переключаемся вот на наши 5 столбиков. Тут без изменений, тут все понятно. Провязываем 1, 2, 3, 4, 5. Провязываю быстро, потому что вы уже поняли принцип, да? Все, вот такая получается красота. Всего в узорчике 2 ряда. В начале веерочек, потом рельефные столбики. В начале веерочек, потом рельефные столбики. Все, ничего сложного. Там, где обычные столбики с накидом, они так и продолжаются на протяжении всего вязания. Здорово, здорово. Все, 2 ряда узорчика и узор готов. Итак, давайте увеличим наш образец в несколько рядочков, посмотрим, что в итоге получится. Ну, уже видно, что оригинально, интересно. Угу. Все, встречаемся через несколько рядочков. Давайте, у вас получится. Так, смотрите, вот я провязала несколько рядочков. Вот что по итогу у меня получается. Вот такой вот как бы вертикальный, да, удлиняющий силуэт узорчик. Смотрите, он у нас получается односторонний. Вот такая вот красота. Изнаночка, смотрите, четко, ровно, аккуратно, не стыдно показать. Из моей пряжи узорчик вот так тянется.
и вот так тянется. Из вашей может тянуться больше, может тянуться меньше, поэтому обязательно провяжите образец своей рукой, своей плотностью вязания, своим крючком. Давайте замерим мой сегодняшний образец. У вас могут быть абсолютно другие цифры, даже при одинаковой пряже, при одинаковом крючке. Итак, смотрите, у меня получается это 20 сантиметров, ну и там, наверное, миллиметра 2. Так, и здесь получается 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 рядочков. И с новичками мы провязывали 11. Давайте возьмемся за столбики, посмотрим, сколько это. Ну, вот 12,5 сантиметров. И здесь получается за верхушечку вот таких вот рельефных наших столбиков, такого веерочка. Здесь 13 сантиметров. Несложно, несложно. Оригинально, оригинально. Можно вязать из любой пряжи, из летней, из демисезонной, из зимней. В данном случае, как бы я рассматривала данный узорчик, может быть, для пледа. Ну, как вы думаете, подойдет, не подойдет? Пишите в комментариях. Конечно, будет шикарно смотреть данный узорчик из летней пряжи в топиках, в маечках, в тех же самых парео и так далее. То есть вот такой вот удлиняющий будет силуэт, да, за счет того, что вертикальный узорчик. Ну и что он односторонний. То есть это могут быть и шарфики, и снуды, и жилетки, и кардиганы, и кофточки, все что угодно. Согласитесь, да? Если кто из вас что-либо вязал данным узорчиком, пишите нам в комментариях. Мы будем читать, будем вдохновляться. Подбрасывайте и свои идеи, что можно связать. Я вам покажу сейчас пряжу, с которой я работала. Смотрите, называется она Yarnart Elite. Так, здесь получается в 100 граммах находится 300 метров. Это 100% акрил. Цвет, если кому-то понравился, ну, в принципе, на камеру, мне кажется, чуть-чуть темнее передается. Цвет 218. И крючок нам здесь советуют производители, смотрите, брать 3,5. У меня 3,5. Вы берете свою пряжу, все узорчики универсальные. Один и тот же узорчик из разной пряжи выглядит абсолютно по-разному. Поэтому берете свою пряжу, правильно подбираете крючок, точно так же читайте аннотацию к пряже, чтобы у вас все-все получилось. Надеюсь, сегодняшнее видео вам понравилось, копилочку ваших узорчиков. Не забывайте ставить лайки, подписывайтесь, пишите комментарии. Комментарии помогают продвижению канала. Делитесь с друзьями, с подружками в соцсетях, сохраняйте себе в плейлисты и вяжите с удовольствием. Не забудьте нажать на кнопку спонсорства. Тоже заранее спасибо большое. Ну что ж, всем ровных петелек. Встретимся в новых видео. Пока-пока.